Здравствуй, мой дорогой зритель! Сегодня ночью разработчики решили немножечко навести шороху, залив в новую закрытую ветку тестовую версию игры, о которой мы сегодня и поговорим. Ну а заодно проведем плотный анализ новых моделек заложников, которые имеют свои секреты. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Добро пожаловать в Hell Store! Здесь ты можешь испытать удачу и выбить неплохие скины, сыграв такие режимы как Classic, Coin Flip, Upgrade, Колесо или в абсолютно новый Crash, где всего-то и нужно выбрать значение и дождаться, пока линия до него дойдет. Ну а если тебе не понравился выбитый скин, всегда можно его проапгрейдить. На сайте также можно забрать и приз дня, выполняя несложные задания. Ну а использовав мой промокод при пополнении, можно получить $2 на баланс. Не теряй времени, ссылка в описании. Ну что же, предлагаю начать с ночного происшествия. Как и говорил ранее, разработчики создали отдельную тестовую ветку под названием ECN Test. И какое-то время к ней был доступ у всех пользователей. Однако, спустя недолгое время ее обновили, закрыв ее от всех. Видимо, по случайности разработчики первоначально забыли ее закрыть. Но в итоге, как мы видим, они это дело исправили. Так что же это за секретная такая тестовая ветка? Понятное дело, что прям точно на 100% мы знать не можем. Однако в нее заливались файлы как для CS2, так и для CSGO. Но последнее обновление касалось только старушки CSGO. Ко всему прочему, как только создавалась эта ветка, у нее было еще и описание, которое говорит нам о том, что это точно экспериментальная настройка нового расширения ENC для протокола IP. Ключевое слово здесь экспериментальное. То есть, разработчики проверяют и тестируют, можно ли это расширение пропихнуть в игру, и будет ли от этого какой-либо толк. И если результатов не будет, то и возможно в будущем ничего подобного и не выйдет. И я, конечно, понимаю, что мудреные слова ENC и протокол IP для вас дремучий лес, но попытаюсь объяснить простыми словами. ENC расширение призвано бороться с сетевыми заторами, и многие из вас, возможно, с ними уже встречались. В NetGraph вы могли отслеживать передаваемые от клиента к серверу пакеты. И, конечно же, все сталкивались с такой проблемой, как loss-пакеты, из-за чего игра могла жестко тормозить. Так вот, эта штука ENC призвана улучшить передаваемые данные от клиента к серверу, что в теории, благодаря ей, даже если у вас нестабильное соединение с интернетом, оно должно сгладить ваше соединение. Но, опять же, повторюсь, это все только теория и, как говорил выше, эксперимент, который попросту может ни к чему не привести. Ну а теперь же со спокойной душой переходим к моделькам заложников. Они же наши дорогие бесчувственные бревна. Если вы смотрели мои предыдущие ролики, то знаете, что сначала их обновили, при этом не добавив им кости для последующих анимаций. Ну а потом решили это дело исправить. И теория о том, что заложники получат новые анимации и их кости будут схожи с костями персонажей, подтвердились. Однако они почему-то добавили их не на Т-позу, как это было бы правильным, а на ту, что уже на коленях, из-за чего вершины модели ведут себя катастрофически криво, когда крутишь и вертишь им ножки, ручки, да и вообще, когда проигрывается анимация. Но, скорее всего, их в будущем исправят. Сразу скажу, что модельки смоделированы таким образом, что анимации лиц вообще не предусмотрены, так как рот у них не имеет полость, как у тех же агентов операции, а сделаны таким образом, как будто бы рот зашили. Однако с этими модельками все же есть свои приколы. В теории заложниками можно будет управлять, то есть поставить их как скин на игрока. Возможно, даже разработчики сделают какой-нибудь режим наподобие VIP, где одного игрока будут сопровождать тиммейты. Опять же, все это на теории. Мы точно не можем знать, что в голове у разработчиков. Однако такие возможности присутствуют прямо
сейчас. Но самым главным для меня открытием стало то, что у заложников материал имеет настройку под нашивки. Да-да, если вывести заложников как модельки игрока, то им можно присобачить нашивку. Возможно, разработчики это сделали по ошибке или же используют заготовленные пресеты. Однако в игре есть модельки персонажей, которые не имеют таких настроек, и им, как бы ты ни выводил возможность поставить нашивку, она не будет попросту отображаться. Среди них, кстати, дефолтные скины фракции Elite, Феникс и 2 модельки тяжелой брони. Ну а гадайте, ребята, почему заложники имеют возможность нанесения нашивок, предоставляю вам в комментариях. А на этом у меня все. Ждем крупное обновление на этой неделе, если, конечно, судить по последовательности действий разработчиков. Ну а вам всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!